Ладно, смотрите, я выложил только на этом канале более 1700 роликов про криптовалюты. Когда загружаешь столько видео, создаешь так много роликов, получаешь такое количество отзывов и комментариев, начинаешь замечать определенные закономерности в других людях и самом себе. Скажу прямо, что 90% из вас, скорее всего, потерпят неудачу. Так что я поделюсь с вами 5 самыми важными вещами, которые я узнал о большинстве людей, терпящих неудачу. И да, вы, скорее всего, один из них. Обязательно посмотрите это видео. Начинаем прямо сейчас. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция Крипто.ру перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор дает 5 ценных советов, усвоенных им во время работы крипторуководителем. Поставьте нам лайк и подпишитесь. Привет, с возвращением! Меня зовут Пол. Этот канал посвящен криптовалютам и криптопредпринимательству. В этом видео я расскажу о 5 вещах, которые я узнал. Именно они приводят большинство людей к краху в криптовалютах. Я узнал это из комментариев и сообщений после того, как выложил более 1700 роликов на канале. И не только это. Имейте в виду, что я занимаюсь криптовалютами с 2017 года. Не только как трейдер и инвестор, но и как руководитель высшего звена. Я был директором по маркетингу нескольких компаний, криптовалютных компаний. Я консультировал компании и написал несколько книг о криптовалютной индустрии. Так что поверьте, вам пригодится то, о чем я расскажу. Давайте не будем терять время. Итак, первое. Большинство людей не хотят учиться, если речь идет о криптовалютах. Они не хотят узнать что-то. Они хотят подтвердить свою точку зрения. Что я имею в виду? Если кто-то инвестирует в XRP, ADA, Link или что-то еще, и считает, что это вырастет в цене, или если кто-то торгует на бирже и считает, что что-то вырастет, то они не ищут альтернативу или другую точку зрения. Они ищут подтверждение своим убеждениям. И если я говорю что-то противоречащее их убеждениям, то получаю ненависть, оскорбление, глупые комментарии. А когда я говорю что-то подтверждающее их убеждения, то меня хвалят. И это очень плохо. Не для меня, мне все равно. Но для вас это очень плохо, если вы так делаете, конечно. И знаете, такова природа человека. Если я хочу узнать, полезно ли молоко, то я вбиваю это в поисковик Google, и знаете что? Я нахожу все причины, почему молоко полезно. А если я ищу информацию о том, почему молочные продукты вредны, потому что я хочу стать веганом или типа того, или я уже веган, то знаете что? Я найду все причины, почему они вредны. И знаете, ответ обычно где-то посередине. Например, молоко в целом вредно для нас. Ну или оно не так полезно, как думают люди. Но если говорить, например, о козьем молоке, то оно может быть полезным. Все зависит от вашей точки зрения. Если вы предвзяты, если вы веган, и вы смотрите этот ролик, то скажете что-то вроде «Нет, все молоко плохое, потому что бла-бла-бла». Нужно иметь мужество, чтобы быть веганом, вас будут считать слабаком или глупцом. Да, но если вы посмотрите на научные данные, то увидите, что козье молоко близко к грудному. Доказано, что оно действительно полезно в некоторой степени, и от него не так сильно вздувается живот. Все зависит от того, как вы ищете. Когда речь идет о криптовалютах, то все становится еще более экстремальным. Люди действительно хотят просто подтвердить свои убеждения. Вот почему вы видите людей, фанатично защищающих свою монету, в комментариях. Например, мне рассказывают, насколько великолепен и децентрализован XRP. И я не знаю, о чем говорю, потому что Ripple не создавал XRP, а получил от кого-то еще. И они говорят мне об этом, как будто я все это не знаю. Это происходит потому, что они подтверждают свое мнение и защищаются от всех, у кого другая точка зрения. Убедитесь, что вы так не делаете. У монеты есть 3 стороны. Но, Пол, у монеты только 2 стороны. Ха-ха-ха, ты даже этого не знаешь. Нет, у монеты есть 3 стороны. Вот смотрите, это монета, золотая монета. Вот орел, вот решка, а вот ребро. 3 стороны монеты. Вам нужно уметь стоять на ребре и видеть все 3 стороны, включая вашу. Понятно? Вторая вещь. Большинство людей ищет ту самую монету, которая взлетит и сделает их миллионерами, миллиардерами, как угодно. И это неправильный подход.
Да, я знаю, вы слышали о людях, покупающих монету, которая вырастает в 100, 1000 раз и даже больше, и зарабатывающих много денег. Но поверьте мне, обычно так не бывает. В большинстве случаев это просто везение. А если и не везение, то найти и выбрать очень трудно. Каждый день появляются новые монеты, особенно сейчас. Поэтому нужно действовать как венчурный капиталист. Что это значит? Венчурный капиталист вкладывает деньги в примерно 20 стартапов или больше, зная, что большинство из них, 90-95%, ничего не добьются. Но 1 или 2 успешных могут принести огромную прибыль. Поэтому нужно инвестировать не в одну монету, а в несколько, чтобы сформировать стратегический портфель. Например, из монет с высокой, средней и низкой капитализацией. Также можно подстраховаться и взять биткоин. Если вы ошиблись, то сумеете вернуть свои деньги. Так вы сможете получить эти монеты. Со временем вы сумеете инвестировать в новые проекты, рискованные монеты, рискованные варианты, как хотите. Но у вас будет базовый портфель. Вы сможете выделять небольшую часть на новые монеты, это понятно? Не существует одной единственной монеты. Если это биткоин, то я понимаю. Я понимаю людей с настроением «только биткоин». Но если вы вкладываетесь только в XRP, или только в эфириум, или только в ADA, то вы ошибаетесь, даже если угадали. Это неправильный подход, и поэтому большинство людей не зарабатывает деньги. Кстати, о портфолио. Если вы хотите узнать, как составить идеальный криптопортфель, то перейдите по ссылке выше. А также оставлю ее в конце видео и в описании. Ну так вот, третье, что люди чаще всего делают неправильно, привязываются к своей монете. То есть у них не только одна монета. Они не только не применяют подход венчурного капиталиста, но у них могут быть 2 или 3 монеты, неважно. Они привязываются к этой монете, никогда с ней не расстаются. В криптовалюте важно понимать, чем дольше вы на рынке, тем больше рисков. Это не фондовый рынок, про который Уоррен Баффет сказал, что время на рынке важнее всего. Нет. В криптовалюте может произойти много плохого. И чем дольше вы на рынке, тем выше вероятность того, что что-то произойдет. Например, монету взломают, монета станет бесполезной, произойдет сбой, введут новые правила, основатели поссорятся, проект закроют, он станет неактуальным, людям больше не нужна эта функция, появится что-то новое. Нарративы и ситуации меняются, а вы остаетесь с этой монетой навсегда. Вы остаетесь на медвежьем рынке, и все кончено. Не делайте так, это очень плохо. И еще одно. Обратите на это внимание, не переключайтесь. Вы сравниваете все с биткоином. Я постоянно вижу в комментариях: Биткоин — это старая технология. Или биткоин не так сильно растет, биткоин то, биткоин это. слушайте, не нужно сравнивать все с биткоином. Биткоин неприкосновенен. У биткоина есть принципы твердых денег. Это средство сбережения. У него есть доказательства концепции. Сколько там биткоину? 15 лет? Это доказательство концепции. Не пытайтесь бороться с биткоином. Вам это не нужно. Не нужно быть лучше биткоина. Не нужно быть быстрее биткоина. Большинство существующих проектов работают быстрее, чем биткоин, но они жертвуют другими элементами. Но вам это не нужно. Не нужно заменять его. Вы можете работать параллельно с ним. Это понятно? Перестаньте постоянно с ним бороться, особенно если вы его не понимаете. Если вы говорите, что биткоин — старая технология, это динозавр и так далее, то вы просто ничего не понимаете. Готов поспорить на деньги. Проекты, не использующие биткоин, могут не обладать децентрализацией и принципами твердых денег, но у них есть другие преимущества. Например, создание DEPS, скорость или другие вещи, не требующие такой сильной децентрализации. Им нужна достаточная децентрализация. Даже сам биткоин достаточно децентрализован. Но он не полностью децентрализован. Слушайте, если вы хотите понять биткоин, если вы действительно хотите его понять, а я советую вам это сделать, то обязательно посмотрите видео. Серьезно. Вы думаете, что все знаете, но, скорее всего, это не так. Посмотрите это видео. А когда досмотрите, приходите поговорить со мной о биткоине. Увидимся в следующем ролике. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.